Как бы ты хотел прожить всю свою жизнь в виде купи-продай, в том числе купи дешевле, продай дороже, или в виде сотвори, создай, изобрети? Это не просто вопрос. Это будто кто-то посмотрел тебе в глаза и очень тихо, но настойчиво спросил: «А ты точно живешь так, как хочешь?» Или просто втянулся в поток? Вроде бы простой выбор. Один путь ведет через бесконечную суету, через яркие витрины и пыльные склады, через гонку за выгодой, за цифрами, за процентами. А другой — через тишину мастерской, свет в глазах, ощущение, что ты оставляешь после себя не просто след, а тепло. Купи-продай — это удобно. Это просто. Это схема, которую легко объяснить. Купил — продал. Дешевле — дороже. Склад — рынок. Реклама — касса. Деньги пошли. Можно подсчитать, можно похвастаться, можно даже почувствовать азарт. Но разве это вдохновение? Разве это зов души? Неужели для этого тебе дали сердце, способное чувствовать, и разум, способный творить? Сотвори — вот где жизнь настоящая. Не в схемах, а в искре. Не в ценниках, а в замыслах. Когда ты создаешь, ты не просто двигаешься по плану, ты оживляешь идею. Ты дышишь в то, чего не было. Ты превращаешь пустоту в смысл. Это может быть что угодно. Рисунок, стих, теплый хлеб, новый способ лечить. Дом, построенный с любовью, песня, которую потом кто-то будет слушать в самый трудный вечер. Когда ты творишь, ты чувствуешь, как твоя душа расширяется, как в груди становится больше воздуха, больше света. Тебя не нужно подгонять, ты сам летишь. Ты можешь выбрать жить купи-продай, и вокруг будет много таких же. Это привычно, это даже модно. Все измеряется деньгами, временем, выхлопом. Но внутри пустота, потому что за цифрой нет огня. Там нет того, ради чего хочется вставать по утрам. Только долг, план, объем, контракт. А когда ты создаешь, ты становишься частицей чего-то большего. Ты словно включаешься в ритм самой жизни, в ритм, в котором растет дерево, течет ручей, рождаются дети, звучит музыка. Этот ритм не про выгоду, он про суть, про смысл, про любовь. При каком варианте жизни ты чувствуешь себя более наполненным, вдохновленным, живым? Вопрос, на который каждый отвечает сам. Но сердце подсказывает. Оно откликается не на деньги, а на свет. Когда ты создаешь, ты оставляешь. После купи-продай остаются чеки, упаковка, усталость. После творчества — след, который не стерт. То, что ты дал другим. То, что кто-то возьмет с собой. Даже если это маленькое, невидимое, оно все равно часть тебя. Часть, которой можно гордиться. Не внешне, а тихо, внутри, с чувством: я не просто жил, я что-то сделал. Да, не всегда легко творить. Это не про мгновенную отдачу. Это не про сразу выхлоп. Это про путь, про терпение, про веру. Но когда что-то, сделанное тобой, оживает, когда оно трогает другого, это и есть настоящее богатство. Такое, что не обналичишь и не вложишь в банк. Это то, что идет глубоко и остается. Нас учили думать, что главное — зарабатывать. Что нужно быть ловким, хватким, быстрым. Что важно успеть, урвать, пристроиться. Но где в этом ты сам? Где радость? Где момент, когда хочется петь? Когда ты чувствуешь, вот оно, настоящее. Все это приходит, когда ты не просто берешь и продаешь, а когда создаешь. Когда вкладываешь душу, мысли, время, и из ничего появляется нечто. Это можно нащупать руками. Это нельзя забыть. Если тебе кажется, что ты устал, что дни проходят однообразно, что радость ускользает, может быть, ты слишком долго жил в купи-продай, может, пора вернуться к себе и начать творить не ради славы, не ради лайков, а потому что иначе не жить, потому что внутри каждого из нас есть желание не просто существовать, а создавать. Ты можешь каждый день что-то творить. Это не обязательно картина или роман. Это может быть обед, приготовленный с душой. Разговор, в котором ты по-настоящему услышал. Мысль, которую записал. Поступок, сделанный не по расчету, а по сердцу. Это и есть путь Творца. Путь, в котором есть вдохновение, наполнение, настоящая жизнь. В мире, где все быстрее, громче, ярче, особенно ценно то, что создано с любовью, с вниманием, с теплом. Эти вещи живут дольше. Эти люди запоминаются. Эти моменты становятся главными. И они никогда не возникают из схемы купи-продай. Они рождаются в сотвори.
Выбор есть всегда. Даже если ты всю жизнь бегал по рынку жизни, хватал, перепродавал, выкручивался, можно остановиться. Можно выбрать другой ритм. Можно начать с малого. Можно дать себе шанс. Потому что творить – это не привилегия избранных. Это естественное состояние человека, который хочет жить по-настоящему. Так при каком варианте жизни ты чувствуешь себя более наполненным, вдохновленным, живым? Спроси себя, не спеши, услышь тишину внутри. И, возможно, ты впервые за долгое время почувствуешь, тебе хочется не брать, а дарить. Не продавать, а создавать. Не выживать, а жить. А как вы свою жизнь проживаете? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать все. Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх. Пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.